Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный и быстрый чизкейк буренка. Получается он просто нежнейшим, тающим во рту, без преувеличения. И сам чизкейк готовится без миксера, без украшений, если его готовить. Справится даже ребенок. Итак, сначала мы приготовим творожно-сливочную основу. Здесь у меня творожно-сливочного сыра 600 грамм. Туда же я отправляю 70 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, либо же можете использовать ванильный экстракт, одно яйцо среднего размера, весом примерно 50 грамм без скорлупы. Все это просто перемешиваю. Продукты здесь у меня из холодильника. И также я добавляю туда 25 грамм кукурузного крахмала. Если у вас нет творожно-сливочного сыра, конечно же, его можно заменить на жирный творог. И добавляйте обязательно тогда щепотку соли к этой массе. Если вы будете использовать жирный зернистый творог, перед этим его нужно пробить блендером. Для шоколадного теста я беру 30 грамм какао, 150 грамм муки и 9 грамм разрыхлителя. Все это перемешиваю до однородности и отставляю пока в сторону. Замешивать я все это буду, как я уже сказала, даже без миксера. 3 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм каждое яйцо, комнатной температуры. Щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 120 грамм сахара. Все это перемешаю до однородности. 80 мл молока комнатной температуры и 120 грамм растопленного сливочного масла. Здесь я не советую заменять сливочное масло на подсолнечное, на растительное. Если будете заменять, то лучше брать рапсовое масло или другое какое-то растительное масло, потому что очень ярко будет выделяться подсолнечное масло во вкусе чизкейка. Оно может его просто испортить. Добавляю туда всю сухую смесь, теперь просеиваю. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Выпекать я это буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Как я уже сказала, все основные ингредиенты для самого чизкейка замешиваются даже без использования самого маломощного миксера. Делаем все это просто лопаткой и ручным венчиком. Форма здесь у меня для выпекания 28 на 18 сантиметров. Также можно брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре. Как раз подойдет это количество ингредиентов. Если вам нужен маленький размер этого чизкейка, вам следует тогда его готовить в форме для выпечки 20 сантиметров в диаметре и брать вдвое меньше всех ингредиентов. Сейчас в кондитерский мешок я перекладываю сырную массу. Вы также можете, если у вас нет, допустим, кондитерского мешка, взять пакет для заморозки продуктов, срезать у него уголок и также отсаживать сырную массу уже в шоколадное тесто. Здесь полностью всю форму я заполняю вот такими каплями из сырной массы. Они очень хорошо держат форму, они не растекаются при выпекании, если вы будете следовать рецепту. И верхний слой вот этих сырных капель я сейчас буду отсаживать достаточно хаотично, просто чтобы занять место. И в разрезе они смотрятся очень красиво, именно напоминая расцветку у коровы буренка. Выпекать я буду чизкейк при температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции. Выпекала я его примерно около часа. Если при выпекании ваша духовка запекает вверх очень интенсивно, где-то на 40-й минуте следует накрыть фольгой вашу форму, когда вы будете это выпекать. У меня такой проблемы не было, поэтому я ничего не накрывала, но смотрите по вашей духовке обязательно. И имейте в виду, что это, возможно, вам придется сделать. Когда уже полностью чизкейк остыл, я вырезаю его из формы, ему нужно дать обязательно полностью остыть. В дальнейшем уже буду работать в этой же форме. Очень удобно. На вкус получается изумительно влажным и сочным этот чизкейк и абсолютно неприхотливый. Здесь для украшения я беру 200 мл очень холодных сливок для взбивания.
20 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара и 8 грамм загустителя для сливок. Вот этот шаг вы можете пропустить. Взбиваю все для устойчивых пиков, то есть не обязательно здесь украшать его сливками. Это я просто делаю здесь по моему вкусу и моему желанию. Вы же можете просто посыпать этот чизкейк либо сахарной пудрой, можно полить молочным растопленным шоколадом, если вы для детей это готовите. И пока шоколад еще не застыл, его можно также украсить любыми вашими любимыми ягодами или фруктами, или орешками, то есть все на ваше усмотрение. Когда вы будете его выпекать, в него также можно добавить наряду с самим сырным тестом либо малину, либо вишню, кислое что-то. И в разрезе будет смотреться красиво, но вишню лучше добавлять из компота, потому что детям, если будете подавать, будет очень кисло. Знаю уже из собственного опыта. Сейчас разравниваю сливочный слой, вы можете также отвешенную сметану вместо сливок использовать. Если кто-то захочет выпекать в маленькой форме 20 сантиметров, не забывайте о том, что время выпечки, естественно, сократится и примерно оно будет составлять 45 минут. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Для украшения вы также можете использовать карамель. Если кто-то захочет, тоже очень хорошо сочетается с данным вкусом. Здесь все на ваше усмотрение. Сразу же вырезаю из формы и посыплю сейчас какао-порошком. Очень сбалансированный вкус и необыкновенно просто нежный получается. Вот этот чизкейк на любом детском празднике будет дополнять праздничный стол. Готовиться проще уже некуда, дети всегда радуются, так же как норка крота, многим очень нравится тортик. Есть на моем канале, ссылочку я оставлю в описании к данному видео. Посыпаю сейчас просто какао-порошком для выпечки. Опять же повторяю, что это мой вариант здесь украшений и подачи этого чизкейка. 10-12 грамм какао-порошка для выпечки мне понадобилось для посыпки вот этого чизкейка. На моем канале есть также и другие рецепты тортов для детских праздников, которые готовятся очень быстро и получаются необыкновенно вкусными и сразу на большую компанию. Это такие торты, как банофи пай, панчо, торт мороженый сникерс. Очень рекомендую, ссылочки оставлю в описании. Нарезать его лучше горячим сухим ножом. Он очень хорошо нарезается, очень красиво, на порционные кусочки. Здесь порция большая, примерно на 20-25 порций его можно разрезать. Его также можно подавать, конечно же, как порционные пирожные. Получается тающим во рту, как я уже сказала, без преувеличения. Шоколадная основа здесь также пропитывается от сырного слоя и получается необыкновенно влажной и вкусной. И еще раз напоминаю про шоколадное тесто, что лучше здесь не заменять растопленное сливочное масло на подсолнечное масло без запаха, потому что все равно оно будет чувствоваться во вкусе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.